Ребят, всем привет! Сегодня мы покажем вам очень уникальный магазин с моделями формата 1.64. Сзади нас находится детский мир. Мы находимся на метро Хорошевская. ТЦ «Хорошо». До этого магазина нужно дойти совсем чуть-чуть. Вот он находится у нас за спиной. Пойдемте туда. Снимаем специально около детского мира, чтобы для вас был ориентир. Ну вот, кстати. Далеко ходить не нужно. Так, ребят, вот мы сразу находим интересные модели. Также есть Автоворлд. Так. Кстати, Hot Wheels здесь старенький, да? Вот такой вот есть. Так, посмотрим, что здесь интересного. Я думаю, у вас уже глаза разбегаются. Лично у меня, да. Но я вот лично ищу определенную модель. Именно хочется найти сциончик какой-нибудь интересный. И, соответственно, узнать цену. Также есть русские автомобили. А вот название сбоку есть. Сейчас можно все так аккуратненько просмотреть. Так, вот эти в другую сторону развернуты, здесь не видно. Ну ладно, будем по формам определять. Так, также вот здесь прям крутые модели. Вот цены, кстати. 1980, 1360. Кстати, а Супра есть такая черная? А там, кстати, их сзади прям дофига, надо будет узнать, уточнить. Вот. Сзади куча моделей. Такое ощущение, что они все плюс-минус одинаковые. Есть одинаковые. Да? А мы 900 рублей. Так, а что-нибудь еще есть тут? Вот 900 рублей, ценник, видишь? Вот, кстати, вот, да, Мейн тут 900 рублей. Но отмечу, что он реально старый. Как бы и найти такой будет сложно. Так, а вот эти модели по 2160. Любители дешевого Мейна. Блин, ну смотри, как краска какая за это. Прикол? Считай, краска какой стахашки. Вот здесь написано что-то 3 Hot Wheels. Что это значит? 3 модели Hot Wheels за эти деньги? Нет, это серия 3 Ага. Hot Wheels. Так, а вот это... За каждую машинку 160. Я понял. А он какие-то как бы стаха старые, либо что это? Или просто такие старые модели? Довольно старые. Но это не стаха. Просто краска у них такая, вижу, что необычная. Нет, они просто давно сделаны, но... А какого года, если помните? Нет. Не помню. Там каждая модель надо смотреть. Там на упаковке может написано. Я понял. Так, а вот здесь Hot Wheels, еще где-нибудь есть что-нибудь такое подобное? Вот похоже только. Вот. И все, да? Вот это, да. Все, 2 места. Вот. Так, а вот здесь есть Супра? Они вот одинаковые все. Все одинаковые, я понял. 4 вида осталось. А жаль. Все, понял, благодарю. Так, ребят, вот еще есть Джонни Лайтинг. Посмотрим. Так, кстати, вот эти модели продавались на сходке. Правда, не помню на сходке, сколько они стоили. Но здесь вот такая вот цена. 2700, 3420. Так, и вот еще модели есть разные. Так, к сожалению, я не вижу сционов. Либо просто проглядел. Но мне кажется, их тут реально нету. Вон Волги поедут сейчас. Так, Волги. Вот, ты хотел такую. 21-е? Я не такую хотел. Я хотел именно серого цвета. Типа вот такого цвета, но 21-е. Так, также видим здесь разные модели русские. Это капец. У нас в VIP-чате есть один участник, который обожает Волги. Я думаю, если мы сейчас сфоткаем, он просто офигеет. Так, Кирилл, привет. О, кстати, что-то не обратили внимания, ребят, здесь даже айдишки есть. Так, это что у нас? Родстер. Вот сверху картиночка. Они две одинаковые. Какая цена? Вот цена 2 4. Короче, 2500, давайте будем округлять. Цена 2500. Еще вот такие какие-то модели есть. Честно, вот эти первый раз вижу за 3600. Ну, вроде выглядит ничего так. Ну, за них вообще ничего не знаю. Короче, вот еще дать поближе, покрупнее. Покажу каждую. Ну, прикольно то, что все находится в Москве, прямо в магазине. Приди и забирай, как говорится. Но цена, конечно, на любителя. Вот ценники. Такие кусачие. На сходке, конечно, можно подешевле найти. Повернись, Санек, покажи. Тоже здесь такая мини-сходочка у них. Они собирают
модели прям очень классно смотрятся. А, кстати, насчет сборных моделей. Вот еще какая-то сборная модель. Какая-то очень старенькая. 3500. Эти модели подешевле. Фирма единственное непонятно. Масштаб 1.72. В 72 масштабе? Вот. Это 72 масштаба. Да, я вот вижу. И автобус тоже, да, 72-го? А это какой? Так, автобусы тоже, говорят, 72-го. Так, здесь, короче, куча автобусов. Так, ребят, ладно, я вам показываю, вы сами уже разбираетесь. Просто сказали, что 72-й масштаб. Так, и вот что-то уже более знакомое. Давайте просто пройдемся по магазину. Посмотрим, что здесь есть. Здесь, конечно, куча всяких СССРских игрушек. Я думаю, многие оценят. Особенно те, кто вырос именно в это время. Если такие зрители, пишите в комментариях. Блин, я даже на самом деле что-то сам помню. Для меня, конечно, это все старое. Скажем так, я это видел прям в таком ржавом виде. Потому что все-таки я не того времени. Не настолько я старенький. Также есть куча моделей сборных. Блин, вот это классно смотрится. Так, ладно, на цены не будем обращать внимания. Сами понимаете, что здесь они, в принципе, завышенные. И также можете понять, что это, в принципе, реальный раритет. Так, вот здесь какая-то такая спортивная машина. Летающая тарелка. Вот такое что-то я помню, на самом деле. Мне кажется, такие игрушки были в старых этих детских садах. Так, вот это прям реально какие-то ретро-ретро. Идем дальше. О, для кастома куча всего. Так, это у нас минуточка для тех, кто любит кастом, поэтому вам сюда. Здесь можно купить многое, что интересно. И, кстати, сейчас спросим, есть ли у них такой маркер. Я видел на ютубе, парень специальным маркером убирал декали. Я думаю, это прикольная штука. Спросим, есть ли она здесь. Ну и также я вот на днях, буквально завтра, еду, скажем так, снимать ролик у кастомайзера. И спросим у него. Либо, может быть, этот маркер можно сделать самому. Так, здесь, короче, куча всего. Куча красок. О, вот это я давно хотел, если честно. 1500. Набор для выпиливания. Так, единственное, я не знаю, можно ли этой штукой выпиливать железки. Потому что видел ролики, как делать открывашки. И нужна именно такая штука. Сейчас спросим. Возможно, как раз вместо того, чтобы купить пару премок, я куплю пару приблуд для кастома. Блин, магазин крутой, реально, для кастома вообще отлично. Я так понимаю, вот эти всякие штуки, чтобы делать диорамы, траву там и так далее и тому подобное. Но это прям уже для true. Так, здесь всякие типа декали, наверное, да, ребята? Это что, декали? Какие-то штучки? Ладно, не буду говорить, что это такое. Я думаю, сами все знаете. Если не знаете, можете приехать, вам тут все расскажут. Также видим здесь какие-то модельки очень малюсенькие. О, здесь всякие елки уже готовые. Классно. Прям частично есть уже какие-то лестницы. Единственный масштаб, конечно, прям другой, разный, надо смотреть. Даже спросили продавца, есть ли у них какие-то приблуды, там фигурки именно в масштабе 1.64. Сказали, что пока ничего нет такого. Типа масштаб а-ля нестандартный для них. Так, еще какие-то, да, декали, походу. Не знаю. Так, ну вот поезда тут все, короче, такое, типа вот куча поездов. Так, вот здесь у нас куча... Короче, ребят, куча всего. Давайте вот так просто пролетим. Чуть-чуть посмотрим на танки. Какие-то вот есть увеличительные стекла. Еще какие-то штуки для танков. Вон и фигурки. Человечки. Вообще куча всего. Бочки. Прикол. Так, вот самолеты есть. Ну, это прям какой-то масштаб, прям 1.500, офигеть. Да, это вам не Hot Wheels. Короче, здесь куча всего. Смотрите, вот сверху сколько находится. Также есть такие фигурки побольше. И вот опять вернулись к поездам, мы там прошлись. Здесь такой лабиринтик. Вот это прям офигенно. Какой-то масштаб. Прям интересно стало.
Не знаю, 1.8, какой там, 1.87 масштаб. Если здесь Мерседес. Да, вон там сзади вроде есть Мерс. Сейчас фоткаем, отправим VIP. У нас просто есть VIP-участник, который катается примерно на такой фуре. Думаю, ему будет интересно. А это прям фура Русика. Также здесь прям очень мелкий масштаб. Кстати, вот фигурки. Фигурки есть. Единственное, видно, что они прям очень мелкие. Масштаб 1.87. Чуть-чуть меньше, чем нужно. Так, ребят, нашел, короче, все-таки Ниссаны. Вот они вот тут находятся. Единственное, конечно, не... А, вот, даже вижу. Sky. Вон Sky есть, Субарик. Короче, куча всего здесь нашлось. Просто надо хорошо поискать. Я думаю, кто в Москве, приходите, смотрите сами. Здесь реально можно сидеть, залипать. Я сейчас делаю такой небольшой обзорчик. Сам сказать, первое впечатление. Также мне тут подсказывают, ребят, то, что вот помимо того, что выставлено на полках сверху, вот здесь на витрине, еще что-то есть вот здесь вот. Потому что не все, я так понимаю, вмещается. Я так понимаю, сюда можно прийти и просто спросить какую-нибудь определенную модель. И, возможно, она где-то здесь да есть. Также у них есть клуб моделистов. Раз в неделю здесь встречаются. Ой, смотрите, пикантные фигурочки. О, цензура, цензура. Так, ну и вот вернулись мы к своим моделькам. Hot Wheels. Все выставлены. Ну да, понятное дело, что Hot Wheels все выставлены. Так, и вот еще пару моделей на входе. Здесь очень старые игрушки. Честно, как будто в музей зашел. Реально, прям музейные экспонаты. Ребята, вот этой кукле говорят 100 лет. И также видим здесь мотоцикл. Мотоцикл вот увидели недавно такой у коллекционера одного. Он говорил, там цены у него копейки, а здесь прям нормальные цены. Ну и состояние хорошее. И вот, ребят, хочу сюда заглянуть, посмотреть, что здесь есть. Здесь уже масштабик другой. Здесь уже что-то нам такое прям знакомое. Декали вижу. Правда, декали большие. Так, и вон сверху, ребят, смотрите, офигеть. Porsche есть. Есть также Nissan. Вот это прикольно смотрится. Собери сам. Формат 1.24. Так, ребят, вот название магазина. В принципе, адрес будет в описании. Также есть сайт. Надеюсь, вам видно. Но если что, я продублирую, покажу вам. Ребят, прикольный магазин, прикольный экспириенс. Конечно, цены высоковаты, но кому-то, возможно, подойдет. Ну а мы направляемся в детский мир. Много здесь моделей нам вынесли, все в кучу. Есть даже какая-то спецсерия с битым блистером. О, вот это я себе возьму. Мне, правда, предлагали в комментариях, но я, естественно, не брал, потому что, ребят, такие модели я хочу сам находить. Мне это как бы прикол. Так, смотрим, естественно, что ценного мы вряд ли здесь найдем. Давайте все-таки попробуем. Чуть-чуть посмотрим. А что это за кейс такой? Так, здесь серия, здесь все в перемешку, короче. Так, по кейсу, мне кажется, здесь что-то должно быть интересное. Цвет необычный. К сожалению, не могу понять сразу, что за кейс. И, соответственно, не могу понять, стоит ли брать что-то на розыгрыш. Короче, места здесь не хватает. Категорически. Так, вот этих моделей куча. Ладно, давайте. Вроде как реально здесь новый кейс, поэтому что-то найдем интересное. Короче, для розыгрыша возьмем хотя бы две модельки. Сейчас посмотрим. Загадывать не будем. Просто не хочется брать то же самое, что и было в прошлых магазинах. Хочется какое-то навье и годноту. Потому что разыгрывать фигню хоть не хочется. Ладно, давайте сейчас поговорить в этой коробке. Если что-то найду путного, покажу. Так, ребят, короче, посмотрели вот эти стопки. По сути, ничего путного. Все то же самое, что было в прошлом видео. Но нашли пару моделей все-таки из других кейсов. Типа такого и типа такого. И решил взять, короче, две модели по одной из каждого кейса на розыгрыш. Вот такие тюнки у нас пойдут на розыгрыш. Думаю, прикольные модельки. Особенно вот эта классная. Так, ну и направляемся в следующий магазин. Надеюсь, найдем там что-то еще интересное. Нам тут сказали, что здесь прямо есть поблизости Кари Kids.
Соответственно, там тоже есть Hot Wheels. Поэтому мы отправляемся туда. Здравствуйте, подскажите, у вас Hot Wheels есть? Hot Wheels. Машинки по одной штучке. Да. Сколько стоит? Вот это одна и все? Ну, там нормально. А можно посмотреть? Ладно. Так, ребят, нашли вам такую модельку старенькую. Так, все, только такие у вас, да? Все золотые и все одинаковые. Понятно. Только что вышли из Кари Kids. В Хорошово находится. И нашли вот такие вот модельки. Это старые прям мейн. Раньше их было очень много. Сейчас их, прям говорится, с огнем не сыщешь. И вот мы были очень удивлены, что именно в этом магазине нашли данные модели. Взяли две модельки для випа, как им надо. Единственное, видите, у них есть дырочки в блистере, поэтому не очень идеальная упаковка, так сказать. Ну, в распак идеально. Цена там 270, что-то там. Ну, конечно, 280 рублей. В принципе, достойно. Дешевле, чем на Авито. Кому надо, заходите. Пока их там достаточно. Ну, а мы направляемся в следующий магазин. Так, ребят, проковырялись мы, короче, в этой коробке. По сути, ничего такого путного нету. В теории здесь могло быть несколько СТХ. Сейчас покажу их, где они тут. Короче, нашлось несколько таких моделей, штук 5, наверное. Но все обычные. Поэтому, увы, ничего здесь путного нету. И самого нормального, что здесь можно взять, это, конечно, DeLorean. Так, ну и также здесь куча всего. Оставляем здесь годноту. В принципе, есть нормальные модели. Но мне кажется, данные модели уже всем надоели. Все уже хотят кейс, где есть Supra. И что-нибудь типа этого. И где есть черный Mercedes. Самое интересное, это вот это вот. Да, не видно нифига, да? Они так цепляют здесь на хомуты. Походу воруют. Саша смотрит. А вдруг, да? СТХ. Смотри, еще вот эти с яйцами остались. Ну, кстати, можно посмотреть. Блин, такое ощущение, как будто фары я рисовал. Просто хромом залито. Тут я говорю, А вот такой черный нету? Наивный. Так, ладно, сейчас спросим за нее. Может, там кладовчик отложил. Какой? Форсажа здесь что-то вообще нету, да? Все закончилось. Так, кстати, можешь посмотреть, что за кейс. А-кейс и G-кейс. Что-то недоразвесили. Так, ну А-кейс нас уже, откровенно говоря, не интересует. СТХ-шки здесь тоже быть не может. Реально прикольно смотрится. Круто. Так, здесь что-то уже отложили. Здравствуйте, у вас новый кейс приезжал? С Мерседесами? давно. Давно ничего не приезжал? 88, Ага. их 444. На короткой карте 444, понятно. У вас на складе еще там коробок есть? Ну а для видео можешь принести? Понятненько. То есть вот новый, который вот расставлен вот буквально только что. А вот что-нибудь старенького там есть? Старенького, большую часть это вот этого больших кассеток, потому что завод сейчас что-то маленькое. Ну, можно еще взять таких, положи. Хотя бы хоть что-то новенькое. Так, а черный Мерседес у них в какой коробке? Они все в равно, то есть они коробка не с одним конкретным автомобилем, Не, я в а курсе. рандомно. Не, ну я в курсе. Типа, просто в определенной коробке и определенные модели лежат. Здравствуйте. Меня интересует Hot Wheels. Вот у вас числится 144 модели. Ага, Это как раз две коробки. да. Можно посмотреть? Константин, видите, пожалуйста, они на складе. Они пришли прямо позавчера. Понятно. Да, мы еще не выносили. Ну, отлично. Но там прикольно, там была красная, золотая эта. Сегодня мы опять в детский мир зашли. Смотрим СТХ. Также уже посмотрели, что есть на полках. Здесь ровно 49 моделей. И причем по штрих-коду как раз и числится остаток 49 на короткой карте. Соответственно, мы посмотрели на длинный числится 144. Это именно две коробки целых. О, так, вот две коробки. Так, здесь, да, можно найти? Так, это у нас Б-кейс, а там тоже вроде. Это как раз две, которые есть. Отлично, благодарю. Так, смотрим, что у нас тут осталось.
Ну, вроде как бэк-кейс. И этот у нас тоже бэк-кейс. В теории здесь может быть что-то интересное. Мэс. Да, типа Мерс, как в прошлой серии у нас был. Так что, ребят, если вы не видели еще, как мы Мерс нашли красный, посмотрите прошлую серию. Так, АТХ здесь какая, я уже забыл. Глянь, Санек. Так, кстати, я не заметил полный тут кейс, либо уже что-то вытащили. Пишите в комментариях, если вы на это внимание обратили в самом начале. Также было бы прикольно для коллекции найти такую СТХ-шку. Кстати, по поводу Эль Камино. Видел в интернете, парнишка сделал на 3D принтере крышу сзади. Ну, типа такой для пикапа. Именно для Эль Камино крышу. Очень прикольно смотрится. А, все, понял. Страшненькая, короче. Розовенькая, страшненькая ТХ-шка. Она нафиг не нужна. Так. Ну что, смотрим, что внизу. Так. Все у нас на месте. Вроде на первый взгляд все на месте. А, вот, ребят, вот эта модель может быть здесь СТХ. Так, ладно, можно здесь, наверное, все не доставать. Здесь плюс-минус то же самое. Нам еще лезть во второй кейс. Так, ладно, сейчас мы это сложим. Переходим к следующему кейсу. Второй кейс. Тут за кадром нам сказали грустную новость. Тоже, видите, одной модели не хватает. Все-таки на складе есть любители Hot Wheels. Поэтому СТХ здесь можно не ждать. Ну ладно. Кстати, вот интересно, будут ли здесь Мерседесы появляться? Либо они тоже будут здесь быстренько исчезать. Это мы скоро узнаем, думаю. Так, думаю, первые по-любому пропадут. Мерседесы, да? Так. С тем заказом, который мы устроили, все. Да не, сейчас как раз специально подписчикам сообщили о том, что Мерседес появились в детском мире. Мы-то еще сами не находили, но в вип-чате подписчики уже нашли. У них информация проверенная, доверяем, скажем так. Поэтому они точно есть в детском мире. Так. Здесь, короче, ничего путного, только вот куча этих Nissan слив. Так, ну это не так, посмотрим. Как говорится, уже без надеги. Видите, одной нету. Кстати, да, ребят, походу она здесь и была. Я что-то вот не вижу как раз ее. Я как раз ее угол. Да, походу, вот видите, у нас только что увели СТХ из-под носа. Причем коробки со склада. Их, считай, никто не юзал, кроме сотрудников. Грустно. Тут могла быть СТХ. Хотел узнать, кто у вас разбирается. Может, допустим, у вас там есть пачка редких. Сегодня нет еще. Кто разбирается, сегодня нет. Но в теории с ним договориться можно там? Или он все себе забирает? Он сразу, он выбрал, на кассу пошел, выкупил и все. А Вот что, это золотая, да? А? Ну, Золотая? такая, да, только золотая. Это обычная. Вот он ее и нашел. Я говорю, что Ну, понятно. золотая была крутая. Я Ну. видела ее, он показывал. Прикольно. Вот, хотел просто договориться, может, есть другие какие-нибудь в теории. Дима, когда будет? Ну, сегодня, завтра у Ну, вас. получается, что завтра, да. Ну, завтра можете прийти. Понятно. Попробовать, но Выторговать, Что-то. обменять. как-то... Ну, понятно, вряд ли, короче. Грустно. А вот в Америке с такими борются. С какими? Кто в магазине работает, им не разрешают скупать. Имеет право. Я не против. Да не, понятное дело, что, как говорится, кто как устроился. Он завтра будет, надо будет с ним пообщаться. Ладно, до свидания.